सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नस्तु प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। Так. Занятия группы работы. Мы готовы читать. А какой текст у нас? Похоже, 1.2.15, по-моему. Which are we in chapter 10 or which chapter are we? What chapter? Satyanath Prabhu are reading Bhagavatam today. 1 to 15. 1 to 15. Okay. 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 Yad anudhyasina yukta karma granti nibandanam chindanti ko vidhastasya ko na kuryat kataratim. Yes, can you read? Читать, пожалуйста. Занятия группы право, может быть, вы начнете. Разумные люди начинают памятованием о личности Бога, как мечом разрубают запутанные узлы кармы, деятельности, влекущие за собой последствия. А потому найдется ли кто-нибудь, кто останется равнодушным к его посланию. Комментарий Шрилы Прабхупады. Контакт духовной искры с материальными элементами образует узел, который необходимо разрубить, если человек хочет освободиться от цепи действий и противодействий кармической деятельности. Освободиться значит вырваться из круговорота деятельности, влекущей за собой последствия. Для того, кто постоянно помнит о трансцендентных играх личности Бога, освобождение приходит само собой. Это происходит потому, что вся деятельность Верховного Господа, Его лила, трансцендентна гуна материальной энергии. Эта духовная деятельность привлекает всех и постоянно соприкосновение с духовной деятельностью Верховного Господа постепенно одухотворяет обусловленную душу и в конце концов разрубает узел материального рабства. Итак, освобождение из материального рабства – побочный результат преданного служения. Само по себе духовное знание еще не обеспечит освобождение. Такое знание должно быть покрыто преданным служением, чтобы в конечном счете возобладало преданное служение. Тогда освобождение станет возможным. Даже кармическая деятельность тех, кто трудится ради наслаждения плодов своей деятельности, может привести к освобождению, если она покрыта преданным служением. Карма, покрытая преданным служением, носит название карма-йоги. Аналогичным образом, эмпирическое знание в сочетании с преданным служением называется гьяна-йогой. Но чистая бхакти-йога не зависит ни от кармы, ни от гьяни, ибо она может не только освободить от обусловленной жизни, но и одарить человека трансцендентным любовным служением Господу. Поэтому каждый здравомыслящий человек, человек, стоящий выше людей со скудными знаниями, должен постоянно помнить о личности
Бога, слушая о Нем, всегда прославляя Его, непрерывно памятуя о Нем и поклоняясь Ему. Таков совершенный путь преданного служения. Госвами Вриндавана, уполномоченные Шри Чайтанья Махапрабху, проповедовать культ Бхакти, строго следовали этому правилу и создали на благо нам бесчетные труды по трансцендентной науке. Следуя учению Шримад Бхагаватам и других авторитетных писаний, они наметили пути для людей всех категорий и в соответствии с системой каст и укладов жизни. Hare Krishna. Okay. So, what should the intelligent man do? What should the intelligent person do? Чем должны заниматься разумные люди? Изучать послание Бога. They should study the message of the Lord. Then what do you do? Because of hearing the message of the Lord, then what happens? By remembering the person. Если мы будем изучать послание Бога через слушание, что произойдет с нами? Можем одухотворить нашу любую деятельность и даже достичь освобождения, как здесь написано, как побочный продукт появится. We can spiritualize all our activities and even attain liberation as a byproduct of this process. So we don't want another birth, right? We want to be liberated. Иными словами, мы не стремимся к следующему рождению, мы хотели бы обрести освобождение. So, which is the easiest method to do that? Because karma means whatever action we do, we have to enjoy or suffer. So we have to take another birth. Однако закон кармы подразумевает, что за все наши поступки мы должны будем или наслаждаться, или страдать. Но каким образом можно избавиться от кармы, чтобы не было следующего рождения? So what is the easiest way to become liberated? Каков самый простой путь к освобождению? Слушать послание Бога из уст чистого преданного. To hear the message of the Lord from a pure devotee. Yes, so then, pastimes. Then what happens? By hearing to all the transcendental activities of the Lord, what happens to us? Да, слушать об играх Господа. И что произойдет в результате этого? Наше сознание одухотворится. Our consciousness would get purified. Тем тоже служить. Yes. We'll get a desire to serve the Lord. Okay. Then what are the other methods by which we can progress in this? Apart from hearing about the pastimes, what are the methods? Ну, хорошо. Какие еще существуют методы развития в этом направлении, помимо слушания о Господе? Может, вы? Ну, наверное, плоды любой деятельности предлагать Богу, то есть заниматься преданным служением. We should offer the Lord fruits of all our activities, or in other words, we should engage in devotional service. No, see, for some people, they like to get a lot of spiritual knowledge, but knowledge alone cannot liberate you. Речь немного о другом идет. Есть люди, которые склонны к развитию знаний, но знание само по себе не может дать освобождение. But it should be jnana yoga. That means yoga means a lot of devotion or connection with the Lord. Then only it can liberate us. Развитие гьяны должно стать гьяна-йогой, то есть должна появиться связь
с Господом в этом процессе, только тогда мы можем обрести освобождение. And if somebody is doing a lot of fruitive activities, how can he be liberated? А если, к примеру, человек He likes to do a lot of work. очень привязан к работе, к деятельности ради плодов, как ему достичь освобождения? Я не дай Егор Прабу, вы ответите или кто-то кого-то еще попросим? Ну, ему не стоит менять вид деятельности, просто он должен это все делать как подношение Господу, то есть медитируя на Него, что это он для Его удовлетворения делает. This person shouldn't change his occupation. He should continue doing this work and offer it to the Lord to act for His pleasure. Yes. So when it is connected with Krishna and with a lot of bhakti, we do the work, that becomes karma yoga. Да, когда деятельность направлена на Кришну или связана с Ним, когда она делается из бхакти, она становится карма-йогой. But is bhakti yoga dependent on karma and yoga, karma and jnana? Но That means knowledge and a lot of activities. бхакти сама по себе зависит от кармы или гьяны. I'm so sorry. Can you repeat the number of the chapter? 1, 2, 15. Canto 1, chapter 2, text 15. Кто-то хочет ответить, может быть, еще? Ну, по тексту мы видим, что бхакти ни от чего не зависит, ни от кармы, ни от гьяни. From this purport, it's obvious that bhakti is dependent neither on karma nor on jnana. Yes. So, so that is why if by hearing about the Supreme Lord and doing devotional service is very, very important, more than anything else. Вот почему так важно слушать о Верховном Господе и преданно служить Ему. Это даже важнее, чем что-либо еще. That's why chanting of Hare Krishna mantra is so important, because by chanting Hare Krishna mantra, we can remember Him always. Важно повторять мантру Харе Кришна, потому что если мы будем это делать, мы будем всегда помнить о Господе. And gradually, because when we work in devotion, because of that bhakti, then we can understand all the knowledge also about Krishna. И постепенно, благодаря преданному служению, мы обретем знание о Кришне. So it is mentioned that jnana and karma are the results of bhakti. You don't need other things. Even without those two, bhakti alone can give us everything. Поэтому говорится, что гьяна и карма являются побочными плодами бхакти. Они не нужны для обретения бхакти. И наоборот, обретя бхакти, можно обрести плоды кармы и гьяны. So if somebody doesn't have a job or he doesn't have any knowledge, still, if he does bhakti, then he can be liberated. Если у человека нет работы или у него нет знания, если он, тем не менее, станет на путь бхакти, он может обрести освобождение. But still, when we are, this is for somebody who's completely doing pure bhakti. But since we are also attached to material life and we are doing some karma, we should also do anything that we are attached to in material life. We should offer it to Krishna. We should do it as dedicated to Krishna. Конечно, сказано относится к тем, кто занимается чистым преданным служением. Что же касается нас, мы совершаем какую-то материальную деятельность, но даже ее можно одухотворить, если посвящать ее Кришне.
So that's why we are doing both Bhakti Yoga and some Karma Yoga also. Поэтому мы занимаемся как бхакти-йогой, так и до какой-то степени карма-йогой. But we start with Bhakti Yoga. In the beginning, we don't know anything about Karma Yoga, right? Но с самого начала мы начинаем именно с бхакти-йоги, потому что вначале мы даже и не знаем ничего вообще о карма-йоге. So by chanting and worshipping the Lord, then we get faith in Krishna. Мы начинаем повторять святое имя, поклоняться Господу, и так у нас развивается вера в Кришну. Then we know we can understand how to connect all our work also with Krishna. И тогда нам становится понятно, как и всю остальную нашу деятельность можно связать с Кришной. And we can do Jnana Yoga also because all the knowledge that we are getting is all connected with Krishna. И параллельно мы также практикуем гьяна-йогу, поскольку мы изучаем знания, связанные с Кришной. And material knowledge also, we don't honestly spend time gaining material knowledge, but whatever material knowledge we have, we also use that for promoting Krishna consciousness. Что касается материального знания, то мы не тратим особое время на его обретение, но если у нас уже есть какое-то материальное знание, мы задействуем его в проповеди сознания Кришны. So, okay. So remembering the pastimes is so nice. And this Damodar month, I hope you're all reading Krishna pastimes. Так что памятование об играх Господа — это очень хорошо, и сейчас месяц Дамодара, я надеюсь, что вы все читаете о детских играх Кришны. Yes, you're reading? Да? Читаете? Надеюсь, Okay. что это все. What? What did Точно, Prabhu is reading. Я надеюсь, все читают. And he hopes that everybody слушают. else are also И reading. предлагает фитильки. And offering lamps. Okay, very nice. Shushrusho Shraddadhanasya Vasudeva Kataruchi Syan Mahatsevaya Vipra Punyatirtha Nisevanat. Дева Прабу, давайте ваш звездный час. О, дважды рожденные мудрецы, служить преданным, полностью свободным от всех пороков, великое благо. Благодаря этому служению человек обретает склонность слушать послание Васудевы. Комментарий. Причина обусловленности живого существа в том, что оно восстало против Господа. Есть люди, называемые девами, божественными живыми существами, а есть люди, называемыми асурами, демонами, отвергающими власть Верховного Господа. В Бхагавад-гите в 16 главе дается яркое описание асуров. Там говорится, что асуру с каждым последующей жизнью опускается на все более низкий уровень невежества, получая тела низших животных и лишаясь возможности узнать об абсолютной истине, личности Бога. Но милостью освобожденных преданных слуг Господа, действующих в разных странах согласно высшей воле, эти асуры постепенно очищаются, достигая сознания Бога. Такие преданные Бога находятся в очень близких отношениях с Ним. И когда они приходят, чтобы спасти человеческое общество от безбожия, их называют могущественными воплощениями Господа, сыновьями Господа, Его слугами и спутниками. Но никто из них не обманывает людей, провозглашая себя Богом. Такое богохульство совершают только асуры, а их демонические последователи принимают этих самозванцев за Бога или Его воплощение. В богооткровенных писаниях содержатся подробные сведения о воплощении Бога. Никого не следует признавать Богом или Его воплощением, если это не подтверждается богооткровенными писаниями. Преданные, которые действительно хотят вернуться к Богу, должны почитать слуг Бога наравне с Ним самим. Таких слуг Бога называют махатмами или тиртками.
и они всегда проповедуют в соответствии со временем и местом. Слуги Бога побуждают людей становиться преданными Господа. Они никогда не позволяют, чтобы их самих называли Богом. Как явствует из богооткровенных писаний, Шри Чайтанья Махапрабху был самим Богом, но выступал в роли преданного. Те, кто знал, что он Бог, обращались к нему как к Богу, но он при этом затыкал уши и начинал повторять имя Господа Вишну. Он резко протестовал против того, чтобы его называли Богом, хотя он, вне всяких сомнений, был самим Богом. Своим поведением Господь предостерегал нас от бессовестных людей, получающих удовольствие от того, что их называют Богом. Слуги Бога приходят, чтобы распространять сознание Бога, и разумные люди должны всячески сотрудничать с ними. Тот, кто служит слуге Бога, доставит ему большое удовольствие, чем тот, кто служит самому Господу. Когда Господь видит, что его слугам оказывают должное почтение, это приносит ему большое удовольствие. Ибо ради служения Господу его слуги рискуют всем, и потому очень дороги ему. В Бхагавад-гите 18.69 Господь провозглашает, что для него нет никого дороже, чем тот, кто, рискуя всем, распространяет его славу. Тот, кто служит слугам Господа, постепенно обретает качество этих слуг и становится способным слушать о славе Бога. Горячее стремление слушать повествования о Боге – первое качество преданного, достойного войти в Царство Бога. What is the difference between the devas and the asuras? В чем различие между девами и асурами? Да, правда, может быть, вы отвечаете, пока будете. Или кто хочет, может быть, ответить, можно руку поднимать. Если нет добровольцев, то... What does the deva do? Whom does he recognize? So whom is he ready to work under? Какова характеристика девов? Чем они занимаются? Чье руководство они готовы принимать? Можно ответить? Пожалуйста. Отличие дев и асуров по тексту. Есть люди, называемые девами, божественными живыми существами, а есть люди, называемые асурами, демонами, отвергающие власть Верховного Господа. То есть асуры — это те, кто отвергают власть Верховного Господа. Вот. Mentioned here there are men called devas or godly living beings, and there are men called asuras or demons who are against the authority of the Supreme Lord. So the demons are those who are against the authority of the Supreme Lord. Okay, and so what happens to the asuras? In what life after life, what happens to them? Какова участь асуров? Что их ждет жизнь за жизнью? Асуры с каждой последующей жизнью опускаются на все более низкие уровни невежества, получая тела низших животных и лишаясь возможности узнать об абсолютной истине личности Бога. То есть с каждой жизнью эти души все больше и больше деградируют и опускаются на более низкие уровни жизни. Asuras are put into lower and lower states of ignorance, life after life, and so sink to the lower animal forms. So they degrade down to animal forms. Okay. So how can the asuras be delivered? А как же асуры могут спастись? How can the asuras be delivered? Как они могут спастись? Ну, у них есть шанс получить милость от слуг, от преданных,
услышать какую-то проповедь и привлечься этим. They have a chance to obtain the mercy of the Lord's devotees, to get attracted to them and to get their mercy. Yeah, so the servants of God, they are the ones who are going everywhere and trying to give this message so that everyone can become a devotee. Да, их шанс — это преданные слуги Господа, которые путешествуют повсюду и проповедуют. And so Chaitanya Mahaprabhu acted as a devotee. And so how did he say that preachers should be? In what mood should we give this bhakti to others? Чайтанья Махапрабху сам выступал в роли преданного. Как, по его словам, должен действовать проповедник, как он должен проповедовать бхакти, в каком настроении? Did Chaitanya Mahaprabhu came as his what? What was the role he was playing? Какую роль играл Господь Чайтанья? В образе кого он пришел? Was he playing as God? Евгений Прабу, может быть, сможет ответить. Говорил ли он о том, что он сам Господь? They said? Да, говорил такое? Chaitanya Mahaprabhu came as what? I mean, what role was he playing? Какую роль все-таки играл Господь Чайтанья? Ну, Господь Чайтанья, он играл роль преданного, и хотя преданные знали, что он Господь, и когда к нему обращались, он затыкал уши, говорил Вишну, Вишну, то есть он вел себя как преданный. He was playing the role of the devotee, and although his devotees knew that he was Lord himself, when they were saying such, he would block his ears and chant the name of Vishnu. Okay. So he did not want to be addressed as God, right? He only considered himself as a servant of God. Да, ему не нравилось, когда к нему обращаются как к Богу, он хотел, чтобы его воспринимали как слугу Бога. And how can the common people serve the Lord or please the Lord? Что касается обычного человека, как он может служить Богу, как он может удовлетворить его? Ну, у обычного человека есть шанс служить таким слугам, таким преданным. Когда они служат таким преданным, помогают ему распространять знания о Боге, то Господь очень доволен, вот, и проливает на него милость. Common people have the chance to help the Lord's servants to propagate God consciousness, and then the Lord would be very pleased with them. So when we serve the pure devotees, then Krishna is very happy with us. Да, когда мы служим чистым преданным, Кришна очень доволен. So and how do we know that they are the dearmost to the Lord? А как определить, что такие преданные действительно очень дороги Господу? What does the Lord say in Bhagavad Gita 18.69? Что Господь по этому поводу говорит в Бхагавад-гите в стихе 18.69? Господь провозглашает, что для Него нет никого дороже, чем тот, кто, рискуя всем, распространяет Его славу. The Lord declares that no one is dearer to Him than one who risks everything to preach His glory. So we need to cooperate with such devotees. Да, нам And then нужно we also get their qualities. сотрудничать
такими преданными всячески, тогда у нас тоже могут развиться такие же So качества. in ISKCON, we can see that so many devotees are wanting to help Prabhupada in his mission. Мы видим, что в ИСККОН многие преданные очень хотят помогать Шриле Прабхупаде в его миссии. And so by serving these pure devotees, what is the benefit we get? Какое благо можно получить, служа этим чистым преданным? Ну, здесь говорится, что когда человек служит таким преданным, чистым преданным, у него возникает желание слушать повествование о Господе, то есть слушать повествование. It's mentioned here that when one is serving such devotees, he develops eagerness to hear about God. And so when we are eager to hear about God, then what happens? А когда у человека возникает желание слушать о Боге, что происходит дальше? Он достоин войти в царство Бога. He becomes eligible for entering the kingdom of God. Yes. So Sukadeva Goswami is telling Parikshit Maharaj, because he's got only 1 week left, and he's telling him how he can go back to Godhead. Парикшиту Махараджу оставалось жить всего неделю, Шукадева Госвами ему вкратце рассказывает, как можно достичь Бога. So that is how powerful it is. It's not based on time. And he was, of course, Parikshit Maharaj was completely, he already was in a state of, complete attraction to hear about the Lord. Так что можно видеть, насколько могущественный этот метод, он не требует какой-то очень долгой практики. Конечно, с другой стороны, Парикшит Махарадж тоже был непростым человеком, он был стоек в памятовании о Господе. So he was also a qualified soul, and the speaker was also qualified. I mean, both were liberated. So this Bhagavatam conversation could take place very nicely. Оба и слушатели, и говорящие были квалифицированными, освобожденными душами, поэтому так вот у них диалог хорошо пошел, продуктивно. Actually, sometimes it seems a little distant about our going back to Godhead and all that. Конечно, And about, зачастую перспектива возвращения домой к Богу выглядит для нас довольно-таки отдаленной. But whatever we are doing now, hearing, especially in the month of Damodara, and like that, special times also we intensify our service to Krishna, and all this is actually making us, fully convinced that we can enter the kingdom of God. Однако, если мы продолжаем заниматься преданным служением, особенно в такие особые периоды, как месяц Дамодара, мы можем быть уверены, что рано или поздно мы попадем в Царство Бога. Okay. So the pure devotees, actually, once Tamal Krishna Maharaj, he was in the hospital, and Prabhupada went to visit him. Однажды Тамал Кришна Махарадж попал в больницу, и Шрила Прабхупада пришел его навестить. So he told Prabhupada that Srila Prabhupada, I dreamt that we are giving a report, that the disciples, they're all giving a report to all the devatas, the higher personalities of this material world. И Тамал Кришна Махарадж сказал Шриле Прабхупаде: мне приснился сон, что все преданные ваши ученики держат отчет перед деватами, полубогами, которые правят этим миром. And they told, what he told them was that,
the only good quality we have is we are completely attached to serving Prabhupada. И сам он с таким отчетом выступил перед Дэвидом. Он сказал, что единственное достоинство, которое у нас есть, это то, что мы очень привязаны к служению Прабхупаде. We don't have any other qualification. The only Никаких, good qualification is somehow we are attracted to serving Srila Prabhupada. это единственное наше достоинство, больше у нас никаких достоинств нет. And Prabhupada heard this and he laughed. He said, yes, it is true. Прабхупада услышал это, смеялся, сказал, да, все так и есть. So that is the most important, that we serve, render service to the pure devotee. Так что служение чистому преданному – это самый важный момент. Okay, we go to text 17. Ну что, текст 17. А можно Shrinvatam задать вопросы? Mataji has got a question. Can she ask? Yes, please ask. Да. Что значит дважды рожденные мудрецы? Twice born saints. What does it mean, twice born? Oh, twice born. But see, when we take birth first, that is considered a first birth or material birth. We get a body. Первое рождение, рождение в мире материи или рождение из утробы матери, это когда мы получаем материальное тело. One minute. What was your question? About twice born, what does this word mean? Twice born. So we get the material birth, and then, but we have no knowledge about the soul. Но при этом знания о душе у нас нет. But when we promise to the spiritual master that we will chant 16 rounds every day, and then the Guru gives us initiation. Но когда мы даем обет духовному учителю каждый день повторять 16 кругов, и Гуру дает нам посвящение. And that is the second birth. Это второе рождение. Because of the mantra, we are being aware of our spiritual nature. Потому что чтение мантры позволяет нам осознать нашу духовную природу. And then the third initiation is the Brahmanical initiation. Брахманическая инициация – это третья инициация. Шашня Прабhu, вы микрофончиком управляете, хорошо, потому что он идет. So normally, twice born refers to Brahmanas, those who are, not just born out by birth, but they have also taken spiritual initiation. Также словом «дважды рожденный» еще называют брахманов. Это те, кто получили духовное посвящение помимо материального рождения, второе рождение их. Is that clear? Это отвечает на ваш вопрос? Normally, in Vedic times, what used to happen is the children who were sent to Gurukula, they will get Vedic knowledge. And once they get the knowledge, directly they will get Brahman initiation between 8 and 12 years. В ведические времена было так. Детей отдавали в духовную школу Гурукулу. Там они получали ведическое знание. И где-то в период с 8 до 12 лет они получали брахманическую инициацию. So the second birth itself was Brahman initiation for them. Поэтому для них вот этим вторым рождением была сама по себе брахманическая инициация. But because we have not been in Kali Yuga, nobody is trained in all this Vedic knowledge. So Prabhupada introduced that first we have, or even Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, that first we have Harinam initiation, and that is considered to be the second birth for us. And then the third birth is the Brahman initiation. Но поскольку в Кали-югу никому не дают такое духовное образование с детства, еще со времен Бхактисиддханта Сарасвати существует такая традиция, что вторым рождением является первая инициация или харинама инициация, а брахманическая инициация считается третьим рождением. So in the scriptures, when it refers to Dvijas or twice born, it means Brahmanas, not just Harinam. Когда initiate.
Писаниях встречается слово «двиджа» или «дважды рожденный», то имеется в виду именно брахманы, то есть те, кто были посвящены в брахманы, а не просто в повторении святого имени Харинам. Okay, is that clear? Я ответил на ваш вопрос? Да, спасибо большое. Yes, thank you so much. Yes, shall we go to the next verse? Ну что, читаем Someone 17-й is saying текст. something. Shrinvatam svakata Krishna punya shravana kirtana hridyantasto hi abhadrani vidunoti suhritsatam. Кто хочет читать? Давайте, может, я прочитаю. Шри Кришна, личность Бога, Параматма, сверхдуша в сердце каждого и благодетель честного преданного, очищает сердце преданного от стремления к материальным наслаждениям, когда в том развивается потребность слушать его послания, которые добродетельны сами по себе, если их правильно слушают и повторяют. Комментарий. Послание Шри Кришны, личности Бога, не отлично от него самого, поэтому где бы ни прославляли Бога и без оскорблений не слушали повествования о нем, Господь Кришна, несомненно, присутствует там в форме трансцендентного звука, столь же могущественного, как и он сам. Все читания Махапрабху в своей Шикшаштаке недвусмысленно утверждают, что Святое Имя Господа обладает всеми энергиями Господа, и что он наделил все свои бесчисленные имена одинаковым могуществом. Нет строго определенного времени для воспевания Святого Имени, и каждый может с вниманием и почтением делать это в удобное для него время. Господь столь милостив, что лично является нам в форме трансцендентного звука, но, к несчастью, нас не привлекает слушание его имен и прославление его деяний. Мы уже говорили о развитии вкуса к слушанию и воспеванию святого звука. Он развивается благодаря служению чистому преданному Господа. Господь отвечает своим преданным взаимностью. Когда он видит, что преданный абсолютно искренне стремится к трансцендентному служению Господу и потому горит желанием слушать о нем, Господь, пребывающий внутри преданного, действует так, что преданный легко мог вернуться к нему. Господь хочет вернуть нас в свое царство сильнее, чем мы сами можем того желать. Большинство из нас вообще не хотят возвращаться к Богу. Хотят лишь очень немногие, и каждому, кто стремится к этому, Шри Кришна всячески помогает. Человек не сможет войти в Царство Бога, пока полностью не очистится от всех грехов. Материальные грехи – это порождение наших желаний господствовать над материальной природой. От этих желаний очень трудно избавиться. Женщины и богатство являются очень большими препятствиями на пути преданного обратно к Богу. Многие стойкие преданные пали жертвой этих соблазнов и сошли с пути, ведущего к освобождению. Но тому, кому помогает сам Господь, в Его божественной милости, легко преодолевать все трудности на этом пути. Нет ничего удивительного в том, что человек, соприкасающийся с богатствами женщинами, становится беспокойным, потому что каждое живое существо связано с этим издавна, фактически с незапамятных времен, и чтобы избавиться от этого чужеродного влияния, требуется время. Но тот, кто слушает о славе Господа, постепенно осознает свое истинное положение. Милостью Бога такой преданный получает достаточно сил, чтобы оградить себя от этих беспокойств, и со временем его ум покидает все тревоги. Okay. So this method is given how to cleanse our heart. Здесь описан What is метод that? очищения сердца, в чем он заключается. And so what should we hear О чем which will cleanse our heart? надо слушать, чтобы очистить свое сердце? We should hear the Lord's messages, which are in themselves virtuous when properly heard and chanted. Должны слушать послания Господа, которые добродетельны сами по себе, если их правильно слушают и повторяют. And one more thing, apart from hearing katha, what else will cleanse our hearts? А помимо слушания катхи, что нужно делать для очищения сердца?
Повторять Хари Кришна. To chant Hare Krishna. Yes, and how do we develop a taste for chanting? Да, а как развить вкус к повторению? Служа преданным Господа. By Чистым преданным. serving your devotees of the Lord. Yes, and that is why every day Prabhupada said that we must have Guru Puja in ISKCON. Вот почему Шрила Прабхупада ввел в ИСККОН ежедневную Гуру Пуджу. So, of course, Samsara Dava, what we sing, is also Guru's, it is Gurvashtakam. Также на Mangalarti Мангаларте song. мы поем Гурваштаку, она тоже посвящена духовному учителю. And Prabhupada said that suppose you are very, very busy and you're not able to do anything much, then at least minimum spiritual activities is chanting Hare Krishna 16 rounds and singing the Gurvashtakam. Прабхупада говорил, если вы очень-очень заняты, и у вас вообще нет времени, абсолютный минимум, что нужно делать, чтобы поддерживать духовную жизнь, это читать 16 кругов и петь Гурваштаку. And if we can also do the other Guru Puja, especially for Prabhupada and for the Guru, then it is very nice because we'll quickly advance. Если при этом мы можем еще проводить Гуру Пуджу, Шриле Прабхупаде, если мы духовному учителю, это будет очень хорошо, это будет способствовать нашему духовному развитию. And whenever you see your Guru, then you take the dust from his lotus feet and put it on your head. А когда вы встречаетесь с своим гуру, нужно брать пыль с его лотосных стоп и посыпать себе на голову. That's very powerful to, give us the desire to advance. Это очень могущественный метод, он дает нам желание духовно развиваться. So what is the qualification for cleaning our heart quickly? Как можно быстро очистить свое сердце, какими качествами для этого нужно обладать? First of all, who is cleaning it? Ну, начнем даже с другого. Кто очищает наше сердце? Шри Кришна, the personality of Godhead, Параматма. Господь Кришна, Параматма очищает сердце. And why, when does he clean for a devotee? When does he clean the heart for a devotee? А в каком случае он очищает сердце, когда when his messages are properly heard and chanted, когда его послания правильно слушают и повторяют? When his messages are properly heard and chanted. Yes, and? И что еще? What should we desire very much? Чего мы должны очень сильно хотеть? Вернуться к Кришне. To return back home, back to Godhead. Yes. If we really desire that, then Krishna helps in cleaning the heart quickly. Если мы действительно будем хотеть этого, то Кришна поможет нам быстро очистить сердце. But if you think it's okay, I don't mind going to the heavenly planets or even a good material birth. It's okay. I'll do devotional service and I don't mind being born again. Then it takes longer. It doesn't clean fast. Ну, если мы занимаемся преданным служением, мы при этом думаем, что я не против отправиться на райские планеты или еще раз родиться здесь, то тогда очищение занимает больше времени. So how do we overcome all our material desires? Как можно победить все свои материальные желания?
Но тот, кому помогает сам Господь по Его божественной милости, легко преодолевает все трудности на этом пути. Ну, то есть и материальные желания, наверное, тоже могут одухотвориться. One who gets help from the Supreme Lord can easily progress on this path, and it may include material desires also. Yeah, so by doing devotional service very sincerely, yes, we can overcome. We Да, understand our real position, and especially about hearing about the Lord. да, благодаря преданному служению, в особенности благодаря слушанию о Господе, можно преодолеть материальные желания, осознать свое истинное положение. Especially when you hear from Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam how great God is. В особенности это хорошо работает, когда мы слушаем Бхагавад-гиту и Шримад Бхагаватам, где описывается величие Господа. Then we understand, oh, how wonderful He is, and I am so tiny, I'm very small. And then we understand, actually, we are only servants of Krishna. Когда мы слушаем это описание, мы понимаем, Господь так велик, Он так замечателен, а мы бесконечно малы, и тогда мы понимаем свое положение слуг Кришны. Then we'll want to keep glorifying the Lord because He's so great. Тогда у нас будет желание прославлять Господа, потому что Он настолько велик. In the material world, we want to keep making ourselves very big and want, everybody to praise us. В материальном мире мы хотим, чтобы нас прославляли, мы хотим сами быть великими. And this is because of false ego. Это вызвано ложным эго. And even though we can, in which we're not even interested in knowing about God's greatness. У нас даже нет желания узнать что-то о величии Бога. But in devotional life, when we understand how great God is, then automatically we want to glorify Him and we want to tell everybody about His greatness. Однако, если мы заняты преданным служением, то мы испытываем естественное желание рассказать другим о Боге, о Его величии. It's like, somebody has got a favorite actor or something. Somebody really is a fan of a famous actor. Допустим, кто-то является поклонником известного актера Or a sportsman. или спортсмена. Then what happens? He really, he has a big photo of him, and everywhere he wants to show that I'm his fan, and he wants to tell everybody about him. У этого поклонника, да, он большой плакат с своим кумиром, и он всем всячески демонстрирует, что он его поклонник, и рассказывает всем о нем. Because he's admiring him so much. Потому что он настолько его любит. So we have to, by hearing, we have to come to the point of admiring God. Поэтому он преклоняется перед своим кумиром, а мы через слушание и повторение о Господе должны тоже подойти к такому этапу, когда мы будем преклоняться перед Ним. And just like fans become very crazy about the heroes. И как поклонники сходят с ума по своим кумирам. We have to become crazy about our hero, Krishna. Мы должны тоже сходить с ума по своему герою Кришне. Then we'll be so excited to talk about him. Anytime, every time, we'll be waiting to talk about Krishna. Тогда у нас будет непреодолимое желание рассказывать о Кришне всем, всегда и везде. Right? And then that is what all pure devotees do. Chaitanya Mahaprabhu in Chaitanya Charitamrita, we see how whenever the devotees would come together, they'll immediately talk about Krishna. Этим и занимаются чистые преданные. Как в Чайтанья Чаритамрите мы видим, только чистые преданные собрались вместе. Первое, что они делают, это беседуют о Кришне. So that is why we have to hear Bhagavatam very, very carefully, all the past times, and then we'll understand, oh, Krishna is fantastic. Вот почему нужно внимательно слушать Бхагаватам, все лилы, которые там описаны. Тогда в какой-то момент мы осознаем, насколько Кришна фантастический. Okay, then we would be all the time thinking about him.
И мы будем постоянно думать о нем. Right? It is very natural to be very attached to Krishna. Так что это совершенно естественно быть привлеченным к Кришне. Like in the material world, say somebody is in love with someone. Как в материальном мире, допустим, один человек любит другого, So what they always thinking of that person. и все время думает о своем любимом или любимой. You don't have to force them. Are you thinking of that person? They are automatically, day and night and dreams, everywhere they're thinking of that person. Это происходит естественно, даже не нужно себя заставлять, чтобы думать о любимом человеке. Right? And people are very happy when they are in love. They think they are the happiest people. И когда человек влюблен, он становится самым счастливым человеком на свете. But imagine if we are in love with Krishna, who is spiritual, then how much more happy we will be. Но представьте, что будет, если мы влюбимся в духовного Кришну, насколько больше будет наше счастье. So that is why I read all the pastimes of Krishna this month. Поэтому в этом месяце читайте об играх Кришны. And you also see videos of Krishna, some pastimes. И смотрите фильмы об играх Кришны. And when you see his beauty, then you will become so attracted to him. И когда вы увидите его красоту, то вы будете пленены. The way he dresses, you know, Krishna is a perfect artist. How wonderfully he dresses. Он красив, как он одевается, он как артист на сцене умеет одеться очень хорошо. And the way he smiles and everything about him. Как он улыбается, и вообще будете привлечены тем, что связано с ним. And then what will happen? You'll become also crazy about him. И что тогда будет? Вы будете просто сходить с ума по нему. So we want to be crazy, like. Так что мы хотим сойти с ума в этом смысле. Then we will not like any of these other things, negative things, or, you know, all materialistic things, which is troubling our minds. И тогда весь этот негатив, все эти материальные беспокойства, которые нас окружают, больше уже не будут беспокоить наш ум. We'll easily forget everything. Мы забудем очень легко обо всем этом. And the Bhagavatam especially is a wonderful book because it's talking only about pastimes. И в этом смысле Бхагаватам уникальная книга, потому что там нет ничего, кроме описания игр Господа. Okay. Prabhu, do we have time or should we stop now? Прабху, пора, да, уже завершать или? Спасибо большое, Према Падмини. Было очень нектарное у вас повествование. Thank you so much. It was such a nectarian С удовольствием участвовали. lecture. Many Я очень devotees вопросы. were present, many questions. Thank you so much. Any questions? Вопросы, может, у кого-то есть? Что делать, если постоянно... вот, да, кто-то хотел спросить. Да? Жень Тайгур, правда? Нет, Мададжи хочет. Спрашивайте, пожалуйста, вы микрофон включили, говорите. Как в повседневной жизни можно понять, что это чисто преданный? Или просто можно служить всем преданным? How can we determine that this or that devotee is a pure devotee, or we just have to serve all the devotees? What? About what? All the devotees? How to determine if this or that devotee is a pure devotee, or we just have to serve all devotees without trying to figure out who is pure and not pure? See, Chaitanya Mahaprabhu said, he said you have to serve Vaishnavas. And when the devotee asked, how will we recognize Vaishnavas? Just like you're asking. He said, even if a person has only one time chanted Krishna's name, he's a Vaishnava and you should serve him. Господь Чайтанья однажды сказал, что нужно служить вайшнавам, и преданные спросили, а как понять, кто такой вайшнав? Прям вот как вы спросили. И он сказал, любой, кто хотя бы раз произнес имя Кришна, уже считается вайшнавом. It's not that only pure devotees we should serve.
То есть не то, что мы должны только чисто преданным служить. Anybody who is worshipping Krishna and is a devotee, then if we, if you serve them in whatever way, then Krishna will be very happy. I mean, we will develop this desire to serve Krishna. Нужно служить любому, кто привлечен к Кришне, служит ему, тогда Кришна будет доволен нами. And of course, pure devotee, when we serve, then we get even more faster. But all Vaishnavas should be served. Ну, конечно, если выпадает возможность послужить чистому преданному, то наш духовный прогресс ускорится, но так нужно служить всем вайшнавам. Is that okay? Да, спасибо, Харе Кришна. Thank you. Okay. Shila Gurudev ki jai, Shila Prabhupada ki jai, Shrimad Bhagavatam Granth Raj ki jai. Vanchakalpatarubhyasya kripasindhubhyevacha patitanam pavanebhyo. Vaishnavebhyo namo namah. Ananta koti Vaishnavavrinda.